Всем привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы вместе с вами приготовим прекраснейшее пасхальное безе. Так как приближается Пасха, хочется приготовить что-нибудь оригинальное и порадовать своих близких и своих деток в первую очередь. Вот такие несколько вариантов оформления пасхального безе сегодня мы вместе с вами приготовим. Добро пожаловать ко мне на кухню. Готовить безе я буду на основе французской меренги. Это самый простой, самый быстрый способ. Для приготовления безе он хорошо подходит. Если соблюдать все нюансы, то безешки из этого вида меренги также получаются очень хорошими, красивыми и отлично держат форму. Для приготовления нам понадобится 100 граммов белка. Это у меня белки от 3 куриных яиц, не очень больших. Щепотка лимонной кислоты. Примерно вот столько лимонной кислоты, и по 100 граммов сахара и сахарной пудры. Но я иногда беру просто 200 граммов сахара и слегка измельчаю сахар в чаше с ножами. И тогда получается такой вот мелкий-мелкий сахар в перемешку с сахарной пудрой. Потому что во время взбивания очень важно, чтобы весь сахар растворился. Если останется нерастворенный сахар, потом впоследствии это может привести к трещинам на меренгах, и меренги могут плакать потом, и в них такие могут быть шарики застывшего сиропа. Начинаю взбивать белки, начинаю сразу же с большой скорости, и где-то через минуту добавляю лимонную кислоту. Белки берем комнатной температуры. Минутку взбивала, белки покрылись вот такой вот пенкой, напоминающей пивную. Добавляю лимонную кислоту и продолжаю взбивать на высокой скорости. Постепенно введу весь сахар сахарной пудрой. Если вы будете готовить со 100 граммов сахара и 100 граммов сахарной пудры, то сначала вводим сахар, а затем сахарную пудру. После того, когда весь сахар будет введен, будем взбивать еще около 10-15 минут. Будет зависеть от мощности вашего миксера. Вот такая прекрасная меренга получилась. Видите, все равно небольшие крупиночки сахара есть, но это не критично, они не очень большие. Это не повлияет на качество готового безе. Теперь останется только разделить меренгу на части и окрасить необходимые цвета. Окрашивать меренгу лучше всего сухими водорастворимыми красителями. Ни в коем случае нельзя использовать жирорастворимые красители, потому что меренга от них поплывет. Водорастворимые красители берем сухие, они хуже расходятся в меренге. Поэтому сначала размешиваем с небольшой частью, а затем вмешиваем в общую массу. Ну и, конечно же, можно использовать гелевые красители хорошего качества, но окрашивать лучше в пастельные цвета, потому что от большого количества красителя меренга разжидится.
Сушим безе до готовности. Если будете сушить в электрической духовке, температуру выставляете 60-80 градусов, и время уйдет разное, от 2 до 2,5-3 часов, в зависимости от размера безе. Я сушу в газовой духовке при открытой дверце. Дверцу открываю достаточно сильно, при этом устанавливаю температуру на самый минимум, как только возможно. Нарисуем глазки птичкам и зайчикам, и безе готово. Если вы хотите сделать топеры из безе, то предварительно нужно сюда вот вставить деревянные палочки или зубочистки. Рисовать можно пищевыми красителями, разведенными водой. Я буду рисовать пищевым фломастером.